Заболевание суставов занимает одно из главных мест по распространенности среди населения. В настоящее время отмечается стремительный рост таких заболеваний, связанных прежде всего с изменением образа жизни. Низкий уровень физической активности, стрессы, избыточная масса тела, сидячая работа, неправильно подобранная обувь, травмы привели к тому, что заболевания опорно-двигательного аппарата и все чаще встречается не только у пожилых, но и у молодых людей. Один из частых симптомов при обращении к врачу – боль, уменьшение амплитуды движения, покраснение, деформация сустава, отек, нарушение функций. Друзья, сегодня я расскажу, какие именно продукты напрямую влияют на наши суставы. Так что обязательно поделитесь этим видео с близкими людьми, информация будет крайне полезная. Опорно-двигательная система каждого человека состоит из костей, связанного аппарата, мышц и суставов. Изменения в работе отдельного звена влияет на функционирование сустава в целом, приводя к дистрофическим изменениям и характерной симптоматике. Так, например, остеопороз представляет собой заболевание костей и суставов, при котором снижается плотность костной ткани, она становится более хрупкой, увеличивается риск возникновения переломов. Эта болезнь длительное время может протекать бессимптомно, но чаще всего страдают тело позвоночников, смещаются, тем самым вызывая боль и заставляя идти к врачу. Также травмы, переломы, ушибы, полученные в быту, могут привести к разрыву мышц, связок, переломам костей и нарушению функций суставов в целом. Нерациональное питание и высокий индекс массы тела приводит к нарушению кровообращения в тканях, большой нагрузке на суставы и быстрому изнашиванию. Итак, сейчас я расскажу, какие именно продукты плохо влияют на наши суставы. Итак, пункт номер 1 – это фосфаты и любые продукты, которые ими богаты. Что такое фосфаты? Это соль фосфорной кислоты. Конечно же, некоторая доля фосфатов нашему организму тоже нужна для поддержания естественных процессов жизнедеятельности. Но, как говорится, все хорошо в меру. Дело в том, что очень больших количествах фосфаты начинает нарушать наш кальциевый баланс. А чтобы как-то этот самый баланс восполнить, организм начинает что делать? Правильно, забирать кальций из наших костей. И отсюда-то и развивается остеопороз, проблемы с зубами, снижение плотности нашей хрящевой ткани и так далее. Поэтому-то и необходимо уделять внимание тому, сколько фосфатов мы употребляем с пищей. Что необходимо исключить в первую очередь, это обработанное мясо. Сюда будут входить различные сосиски и сардельки, ветчина, колбасы и так далее. То есть обработанное мясо не натуральное, а прошедшее фабричную обработку. Дело в том, что поев колбаски, мы можем очень легко одним только этим приемом пищи превзойти суточную потребность фосфатов нашего организма. И как дополнительные побочные эффекты мы можем получить замедление метаболизма, из-за чего можем набирать лишний вес. Также мы можем получить апатию и нарушение работы нашей сердечно-сосудистой системы. В целом нужно отказаться от сосисок, сарделек и колбасок в пользу настоящего натурального мяса. Более того, фосфаты встречаются не только в переработанном мясе, но и в других продуктах. Например, это крабовые палочки. Если вы думаете, что крабовые палочки делаются из крабового мяса, то вынужден вас расстроить. Также фосфатов много в плавленном сыре. Кстати, плавленый сыр, в отличие от нормального качественного сыра, тоже является нездоровой пищей. Сюда же пойдут еще и различные соусы, чипсы, продукты в консервированных банках, газированные напитки, а также многие продукты быстрого приготовления, то есть полуфабрикаты. В целом, конечно же, эти продукты необходимо исключить из нашего рациона. Эти продукты не только вредны для наших сосудов, но и влияют на сердечную систему. Поэтому даже если колени не болят, все равно лучше их исключить. Маринованные и копченые продукты. От этих продуктов наши суставы страдают не меньше, и причина те же самые фосфаты. Еще эти продукты содержат чрезмерное количество соли. До сих пор идет дискуссия, соль вредна либо полезна. Но ответ на самом деле есть. Соль, конечно же, полезна и необходима, но в разумных пределах. Это от 2 до 5 грамм соли в сутки. Меньше 2 грамм это плохо, и больше 5 это тоже плохо. Вот золотая середина от 2 до 5 грамм в сутки. Но всякий раз, когда мы употребляем различные копчености и маринады, только одним приемом пищи мы можем раза в 2 превысить наши суточные потребности
потребности соли. А к чему это ведет? Наши суставы будут терять гибкость, будет развиваться отечность, и со временем они будут становиться все менее подвижными. Также, если вследствие такой диеты у вас увеличивается вес, то, конечно же, это ведет к еще большей нагрузке на опорно-двигательный аппарат. Чай и кофе. Тут необходимо опять же сделать оговорку. В разумных пределах чай и кофе будут скорее полезны, чем вредны. Но что такое разумный предел? Вот тут уже начинаются нюансы и индивидуальные особенности организма. Так вот, чай и кофе содержат очень много пуринов. Это те химические вещества, которые играют очень большую роль в формировании наших молекул ДНК. И, конечно же, если у нас серьезный недостаток пуринов, то это приведет к большим проблемам. И про здоровье можно сказать то же самое. Про избыточное употребление пуринов то же самое, что и с солью. Необходима золотая середина. Если мы употребляем слишком много чая и кофе, это 5 чашек в день. Если при употреблении большей дозировки, то как следствие у нас очень сильно повышается уровень мочевой кислоты в нашем организме. А дальше ее кристаллы начинают оседать на хрящевых и сосудистых оболочках. И вследствие это может привести к подагре. Конечно, если вы выпиваете чашечку кофе либо пару чашечек чая в день и прекрасно себя чувствуете, и сустав у вас не болит, то вашему здоровью ничего не грозит. Но если у вас есть проблемы с суставами, и вы действительно пьете очень много чая либо кофе в течение дня, то есть это повод задуматься, чтобы сократить их употребление. Щавель. Неужели щавель такая плохая пища? На самом деле нет, щавель полезен. Это очень хорошая трава. Там хорошая доза магния, витамина В6 и железа. В целом никакой диетолог не скажет, что щавель это плохо. Но есть одно. Если мы употребляем щавель в свежем виде, тогда все замечательно. Но если мы его подвергаем термообработке, то есть жарим, тушим, парим и запекаем, то щавель начинает вступать в реакцию с кальцием, и в результате образуется неорганическая соль, которую нашему организму очень сложно усваивать, и она может оседать. Например, в виде камней в почках, а дальше могут возникать воспаления, в том числе и в наших суставах. Поэтому переставать есть щавель, конечно же, не стоит. Но если вы едите его в термообработанном виде, то вот тут стоит задуматься, уж лучше есть свежий щавель, чем приготовленный. Особенно если у вас уже есть проблемы с суставами. Сахар. Имея в виду сахар, это не только сладости, это и выпечка. Сахар это главный провоспалительный фактор нашего питания. Сахар провоцирует перманентный миг воспаления, в том числе и в наших суставах. Также сахар нарушает синтез коллагена и способствует его разрушению. А коллаген это главный строительный материал нашей соединительной ткани. Это наша кожа, а также хрящи и сухожилия. Поэтому, конечно же, сахар – это враг наших сосудов. Но почему я в этом пункте особенно выделил еще и выпечку? А все дело в том, что выпечка – это сахар плюс дрожжи. Так вот, если мы совместно употребляем сахар, то мы получаем солидную дозу всех тех же пуринов, которые в свою очередь провоцируют подагру. Поэтому в целом, конечно же, диетологи рекомендуют отказаться от кондитерных изделий, различных сладких булочек и так далее. Кстати, друзья, напишите в комментариях, что вы из этого едите. Возможно, вы от чего-то уже принципиально отказались. Поделитесь вашим мнением или опытом, будет интересно. А сейчас я вам крайне рекомендую поделиться этим видео с близкими людьми. Ставьте лайк, если вам понравилось, и подписывайтесь на канал. Берегите себя и будьте здоровы! Друзья, на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!